Ребятки, завтра спуск на воду. Завтра в 11 утра спуск на воду. Водяной танк ставлю. В принципе, можно это было сделать и на воде, но я уже сейчас хочу убедиться в том, что будет работать. Поставил новый водяной танк, 55 литров, фирмы Vetus, нидерландского производства. Я дал за него $180. Старый танк, вот он лежит, он прохудился в нескольких краях, местах и подсоединил. Сейчас буду его наполнять. Сегодня у меня по плану уборка и тест генератора. Завтра спуск на воду. Перед этим мне нужно вычистить трюм от масла, чтобы, если будет вода набираться, чтобы это все не вылилось в воду марины. Так, пойдем вниз смотреть, как танк наполняется, как он формируется там, как он занимает отведенный ему объем. Обычный беспорядок. Я вижу скручивание. Так, вот этот фитинг нужно будет повернуть, чтобы он не скручивался. Останавливаю ток воды. Сейчас должно все заработать у меня. Мгновенно. Поехало. Открываем кран. Кран открыт. Чудо не произошло. Помпа пресной воды не начала качать просто так воду из сухих шлангов. Нужно наполнить шланги. Ну, отлично. Все работает. Проблема была вон там, в том углу. Из шланга вылетела пробка, которая там была 100 лет назад уже замурована. И в душе тоже работает. Хоп. Проверяем. О, вот этот кран. Вот. Вода течет. И душ имеется даже. Вот так. Сейчас перекрываем душ, вода продолжает течь здесь. Закрываем. Водопровод годный. Все, здесь у меня полная бочка мусора, вон генератор так я и не потестил. Все, пустая лестница, пустая территория вокруг. Помыл палубу, ну так, грубо, но помыл, в общем. Fiberglass cleaning, очистил белые поверхности. Ну, то есть так, я тоже небрежно очистил, они были гораздо грязнее. Вот у входа вот эти поверхности. Так что все, на сегодня работа кончаю. Завтра спуск на воду, куча дел. Пораньше лягу сегодня, я всегда так говорю. Вон там люди сидят, которые говорят, что придут смотреть. Друзья, вчера там познакомился с мужиками. Придут смотреть, как я запускаю. Только что разрезал самый большой в моей жизни кусок алоэ вера. Вот такой вот алоэ вера внутри. Но он пролежал у меня около недели в жаре на лодке, и он склизкий. Он превратился в слизь, поэтому это совершенно невкусно. И я, видимо, в другой раз сделаю напиток с алоэ вера, когда он будет посвежей. Доброе утро. День запуска. Я хорошенько выспался. И первым делом я решаю закрыть кингстоны. Закрыть их, чтобы в случае каких-то течей они не начались у меня все сразу. Закрываю краны. Проверю их количество. Вот этот тоже закрываю. Прекрасное белоснежное утро. Откачаю водичку. Так, кингстоны у меня также есть и в моторном отсеке. Все, короче, убрать перископ, задраить кингстоны. Вот здесь проходит спуск на воду. Там вот места заняты, так как я без работающего двигателя, потому что мне нужно его выравнивать еще на воде. Мне предлагают поставить вот сюда, так чтобы я забирался на лодку через корму. Как этот. Ну, я думаю, я на это сейчас соглашусь. Да, нормально, пусть будет так. Это за месяц. Это в магазине ты на обрат. Это запуск. Налог с продаж. Работа механика. Еще 4 дня в ремзоне. 1 день на воде. По карте. Ну все коммуникации соединены от берега, шланги, электрический провод. Лодка готова к перестановке. Я вот швартовые канаты подготовил. Еще на носу 2 каната нужно подготовить. Веревки на носу подготовлены. Эй! Машину подвинь. Готов? Пришли за ним. Придем и за тобой. Готовься. Да, сэр. Отдать трап.
drove out to Hubert Humphrey at 5 in the morning. До свидания, пальмочки. До свидания, родные кусты. До свидания, лестница. Лодка Билла. До свидания, лодка Боба. Вперед в новую жизнь. Вперед, вперед. Water! You were waiting at the gate, the same dress you wore the night I met you. We raced past the desk clerk, she looked up from her bookwork and she Иди проверяй Кингстоны. О нет. Тут сильная течь. Так, проверяем. Здесь еще нормально все. Так. В общем, обратно мы отправляемся. Я буду сверлить корпус, делать новый Кингстон. В общем, вот эта вот деталь при откручивании вот так вот сломалась у меня. В кране остался кусок трубы внутри. Кран работает, фитинги нормальные. Камера выключилась в том месте, где я как раз выбивал эту штуку. Так вот было. И вот я снял эту вещь, разломал ее в хлам. Здесь мне нужно освободить это отверстие и сделать новое. Срезаю остатки. Невероятное количество пыли. Вот он. Горячий, горячий, горячий. Нормас. So you got it out? Вынул. Oh my God. Господь, Awesome. ты офигенен. You know, you Teflon it and Кладешь фумленту, но рискованно, не та резьба. This is, together and then leak. Братичек, lifesaver, you know. это спаситель жизни. I need a solution. Мне нужно решение. Ха-ха-ха, тебе нужно решение. Ну типа. В общем, мне с этим фитингом помогает весь Индиантаун. Конкретно уже вся Марина за меня болеет. Бабушка, бабушка, давай, уже все хотят меня отсюда Потом вытащить. почистишь. Чтобы я отсюда Конечно. уплыл. Вроде норм. Чтобы все было Да, успешно. теперь Если вы типа, мы тебя вновь туда поставим, то мы не хотели бы тебя вновь вытаскивать из воды, говорят они. Советуют, как мне установить вот этот вот through-hole fitting, как правильно тут фанерочку, говорят, подложить. То есть вот под эту гайку, которая изнутри корпуса, нужно, говорят, фанерочку высверлить дырку таким диаметром, и чтобы она получше держала, туда герметиком человек нужен, чтобы помочь. Уже все прям рекомендуют. Вот так. В общем, друзья, вот так вот выглядит ремонтная зона. Вот так вот еще и вот так вот. Когда нужно просто установить Кингстон. Это не такая уж и легкая задача. Сделать все в правильной последовательности, накрутить, заизолировать фоам-лентой. И сейчас мы будем герметизировать отверстие, вот уже наконец. Вот так вот, вот это вот сюда сейчас будет герметик. В общем, речь о том, что если бы вы спросили меня, порекомендую ли я яхтинг друзьям, сейчас я бы сказал точно нет. Яхтинг, порекомендуете ли вы яхтинг своим друзьям? Я такой, нет, я не буду рекомендовать яхтинг своим друзьям, потому что вот от таких вот нюансов, сколько оборотов резьбы на фитинге, сколько я положу тефлоновой ленты, правильно ли я положу вот эти сопли герметика, зависит жизнь. Как минимум деньги, как максимум жизнь, потому что это течь может быть очень серьезной. Ну ладно, вроде все нормально складывается, мне все сегодня помогают, все абсолютно. Say it again? I say you can clean this stuff off. Потом почистишь. I'm done, I don't care about. Looks enough? Вроде норм. Yeah, if we could straighten it up. Да, теперь выпрямлять. Okay, good. Good. So give me the tube, please. I'll do it from the inside. Дай тюбик. 52 герметик. Так. Holding it? Держишь. Yes, I am. I'm putting more of 5200 now. Кладу How is it? герметик. Yeah, it rocks. Все огонь. Красота. Теперь ацетоном и тряпочкой. Едем кутить. Winner. Обычный ночной Бургер Кинг. Но здесь полочка для обмена книгами. И здесь вот такие вот тома лежат. Образцы британской литературы. Джейн Эйр.
Сэр Вальтер Скотт. Оливер Твист с золотым обрезом. Так приятно взять в руки. Чудесный день в Индиантауне. Вчера у меня был неудачный спуск на воду. Вчера же я починил свой Кингстон. Завтра меня поставят сюда. Привяжусь к столбу, вон туда сделаю узел булинь. Петлю накину на столб, на правый столб тоже накину. И здесь вот две уточки. Раз, раз. И буду тестить здесь двигатель в свое удовольствие. Туда-сюда, туда-сюда. А потом, когда все будет в порядке, послезавтра я раз, и вон туда вот за угол и пошел. Все. Я в этой марине провожу время в основном в рабочей зоне. А здесь люди живут на воде. Вот такие интересные лодки здесь встречаются. Это типа Motor Sailor. Смотрите, какой у него построенная целая рубка огромная. Даже стеклоочистители на ней есть. С жестким динги. В общем, такой конкретный образец. С высоким бортом, океанский ходок. Вот эта лодочка похожа на гоночную. С крутыми обводами. Длинный стремительный корпус. 42 металлом выбито у нее здесь на корме. И стоит кондиционер. Установлен, закинут какими-то тряпками, чтобы он дул через люк в середину. В общем, красивая лодочка. Ну, здесь, понятно, хранятся моторки. Вы заметьте, какой огромный дом и очень-очень низкая осадка. Ну, то есть киль практически минимальный. Эти моторки приспособлены для путешествий по весьма мелким водам, по гамам и прочее. Вот, что еще интересного? Mariner 39, да, такая капитальная лодочка с центральным кокпитом, внутри там прям все так стенками отгорожено, объемная лодка. Про это ничего не могу сказать. Рулевой демонтирован. Вот. Здесь мы видим очень широкие окна. Это придает, конечно, много света дает внутрь салона, но такие стекла не всегда держат удар морской волны, но вот одно из них треснутое, что мы видим. Вот это вот Айван, лодка Иван, приписана здесь, в Индиантауне, Флорида. Вообще уникальный образец. Посмотрите на эти каюты, которые просто понастроены сверху палубы, то есть фактически палубы нет, есть одни сплошные каюты. И чтобы управлять, получается, бизанью, нужно ходить назад. Не, наверное, не нужно. Ну вот вроде там все утки расположены на месте, чтобы бизань — это вторая мачта, это кетч. Соответственно, у нее есть грот мачта высокая и бизань мачта. Более низкая стоит сзади. И удивительная конструкция, конечно. Как тут не пройти, не проехать, вообще не протиснуться. А если парус стоит, соответственно, и он повернут, ну, куда-то, имеет какой-то угол влево или вправо, то, соответственно, проход по одной из сторон. И в каюты вход здесь раздельный. Получается, из одной каюты можно пройти в другую только через кокпит, да? Это интересно, конечно. То ли дело тут. Вот широкие проходы по палубе. Сзади есть кормовая даже некоторая палуба. Можно стул поставить даже, да? Вот, велосипед примотать к рейлингу. Вот такая вот здесь в Индиантауне обстановка, атмосферочка, да, вот такая вот, да. Наверное, крайняя гриль-вечеринка в марине в Индиантауне. Кола со льдом. Курочка, большие груди. Май. Уже жарко. Когда грилили здесь в марте, было холодновато, накидывали толстовочку. Сейчас жаркий гриль, летний. В общем, завтра спускаюсь на воду. На волю пучины канальной, потом речной, потом и морской, потом и океанской. Нет, миную морскую. Мая. Второй спуск на воду бабушки. А я отключаю электричество от лодки. Торжественно. Перехожу на автономку. Power. Disconnect. Well, I heard you got a show tonight. Don't you know that I wanna be there? What a beauty. Бабушka's on the water. Бабушка на воде. Safe В безопасности. and is not taking water. Somebody said that she should be grateful to me. Говорят, она мне должна быть She's благодарна. giving me thanks already. Она уже Water благодарна. not leaking. Yeah, I'm in the water. Yes, it's not leaking. Ты на воде? Да. You gotta relax for a little and then go working your back. Thank you, darling. Двигатель работает. Вода льется просто очень интенсивно. Это так круто. Иду отсюда, получается. У-ху-ху! У меня работает глубинометр. Это просто поразительно. Я выравнивал сегодня двигатель,
Что значит выравнивал двигатель? То есть вот у меня есть вал винта с вот этим фланцем, который надевается на двигатель. Ну, то есть присоединяется к... Вот и сейчас он вот так вот заходит, и по щупам у меня все четко. Вот это щупы, ну, то есть для регулировки клапанов, для замера зазоров. Я должен был в порядке процедуры выравнивания сделать так, чтобы со всех сторон щуп заходил равномерно. Сверху, снизу, справа и слева. Короче так, берем мы... Это щупы, да? Да, щуп по-русски. Верхний дюйм и нижний миллиметр. Да. Смотри, вот между этой муфтой, она наглухо прикручена, вот эта гибкая муфта к каплингу. Вот она у тебя есть, да? Ну, у тебя на жесткую идет. Не жесткая, жесткая. Металл к металлу, там все жестко. Металл к металлу? Значит, тогда ты ставишь эту муфту и так подтягиваешь чуть-чуть, 0,1 миллиметра там, и начинаешь крутить. Вал начинаешь руками в нейтралке, он прокручивается. Видишь, вот этими щупами Да. ты проверяешь расстояние между двумя фланцами. И ты меряешь зазоры здесь. Смотришь, ага, вот здесь у тебя поджимает, Ага. а здесь свободно. Ага, значит, надо двигатель подвинуть вот сюда вот. Они у тебя регулируются вот на болтах. Отдаешь подушку и двигаешь. Чуть-чуть подвинул, очень, Да. очень аккуратно. Да. Дальше, сейчас я тебе лучше нарисую. Твой двигатель, это его вал, и стоит фланец. Вот его ось. Сверху вот твой двигатель, так вот тот же фланец твой, и вот его тоже ось. Твоя задача, вот твой вал со вторым фланцем. Да. Тебе надо достичь, чтобы соосность была вала и соосность двигателя. Итак, если у тебя вот такой излом, то у тебя вот это вот расстояние. Значит, надо двигатель поворачивать вот так. Это вид сверху, да. Да, поворачивать так. Если у тебя излом вот такой, здесь надо поднять вот эту часть, а эту попустить. Ага. То есть вниз. Ага. То есть она вот так вот играет. По старым следам, по центрам этих подушек возьми зубильца. Вот это отметь, вот это место и центр всех. Это будет хорошая идея. На улицу выскакивай, вот это тебе вал, и куда он прижмется у тебя, сюда прижмется, значит надо весь двигатель опускать. И вот тут, ребята, втулка Гудрича стоит, вот это вал. Если вал сюда прижался, то двигатель наоборот надо поднимать. А по втулке Гудрича должна быть она ровно идти. Вахтенные журналы ведутся только карандашом, знаешь, да? Да. Ну ничего сложного нету. Ну да. Вообще ничего сложного. Хорошо, когда вдвоем, потому что тебе надо будет бегать вверх-вниз, посмотрел, ага, блин. Я так месяц бегал, блин. Я сегодня откручивал опять все болты на подушках, двигал, используя вот эту вот монтировку, поддергивал двигатель, и каким-то чудом, в общем-то, на очередном движении я достиг того результата, которого я хотел. В общем-то, у меня все теперь нормально. Сейчас закреплю все болтами и буду тестировать двигатель уже с пропеллером на веревках, где лодка привязана, буду немножко пушить и смотреть, что происходит. Так, сегодня день, когда я отхожу. Постараюсь сегодня сделать кучу дел и отойти на якорь. Окей. Say it again, please, sir. Чё хотели, сэр? Сегодня у меня утро начинается с генератора. Yeah. They say it works like Honda. Говорят, пашет как Honda. Any of them compared to... Да скажешь тоже. Is that a diesel engine that you have aboard here? У тебя дизельный двигатель? Yeah. It is. Yeah, it was quiet yesterday. I heard you. Я слышал, как ты его гонял. It sounds good. Он такой тихий. Звучит хорошо. Would you mind holding on for a while to listen to it? А ну-ка послушай. Water flows good. Вода течет хорошо. So now I turn the gear on forward. Включаю передачу. Hear the Звучит симпатично. Watch my hands. Следи за моей левой рукой. You don't hear the vibration? Слышишь вибрации? I would be more concerned with the prop. Я бы думал на пропеллер. We had a lot of vibrations. У меня on были idles. вибрации на низких оборотах. Как You might разгонятся, find that они once you пропадут. speed. We've got like a $4,000 prop. У меня складной винт за $4000, и я его ненавижу. Хочу обычный. Вот такой вот генератор стоит $500. По отзывам 77 позитивных отзывов и 0 негативных. Объем бензина в генераторе 1 галлон, я уже залил сюда. Объем масла 0,35 литров. Уже там масла немножко было. Первый запуск.
Ни хрена. И сразу холодным задул. Офигеть. Перед отходом я попросил своего друга Марко поставить со мной Гену. Сегодня ставлю паруса. Тот самый день, когда я ставлю паруса. That going on. I couldn't stay in that affair no longer, so I had to move on. The sun goes down alone again, afraid to go to sleep, y'all. I see your face, I hear your voice. Damn, this thing's got to win, yeah. It's gotta change, it's gotta change, it's gotta change, yeah. It's gotta change, it's gotta change. Yeah, we're gonna sail here. Пора валить сейлинг. Thank you, Marco. Спасибо. Yes. Точняк. Okay, I can do the rest by myself. Я дальше и сам. Thank you. Take the candy from the stern, please. Возьми с палки пирожок. As the years and the time went on, it changed. I don't know why, but it had to change. Друзья, сегодня вечер перед отплытием я закупился. Вот такой 22 галлона где-то у меня питьевой воды. И, ну, еще 55 литров в танке, еще 19 литров в портативном этом синей канистре. В магазине не снимал, потому что торопился, он закрывается в 9, но я набрал с собой консервов, плантаны, такие большие бананы зеленые бананы, всякие сладости, арахисовое масло, хлеб. В общем-то, все, что можно есть, что вкусно. Немножко соусов, тортильи. Что-то я набрал на консервы какие. Это сардины, тунец, это всякие полуготовые, макароны с мясом уже готовые. В общем, только подогрей и ешь с удовольствием, может даже не разогревая. Ветчины немножко взял. Ну, я посмотрю, завтра в 6 утра я проверю дингипол. У меня опять дингипол прохудился, и я его сейчас заклеил. Если с утра он не будет травить, то я с утра прямо ухожу на якорь сразу. Вот. Потому что стоянка в Марине стоит $50 в день, и мне нет смысла здесь рассиживаться, просто разваливаться. А заплачу-ка я еще полтинник, поленюсь. Я сделал все, чтобы выйти. А дальше на якоре разберемся. Довольно прибрано. Добро пожаловать. Что происходит? Я, во-первых, сейчас очень поздно уже. Во-вторых, ко мне приезжает в гости друг сейчас переночевать. В субботу утром я отправляюсь отсюда с Джимом. И, в общем, нечего рвать. Еще не совсем я готов. Я вот только в 12 ночи закончил сборы. И в таком состоянии хорошо бы сделать день тишины. Выждать денек, со всеми еще не торопясь пообщаться. И потом чинно-благородно там принять гостей у причала, посадить Джима у причала и вместе с ним отчалить уже. Вместо того, чтобы завтра в 6 утра рваться на якорь, в целом это стоит $50. А у меня чаек подоспел, что прекрасно. Little lightning bugs. Now I have, now I can, now I do believe in shiny things that Ну все, вещи в кокпите убраны, Геную поставлено, малый штаг снят, чтобы положить динги вот сюда прямо на палубу в надутом виде. Завтра в 6 утра отход, двигатель молотит у меня на передаче сейчас, веревки натянуты, проверяю температуру. Глубина 3,8 от сенсора. И я помню, что на глубине 3,5, вот сейчас 4 показывает, на глубине 3,5 мы уже на мель сажались, 3,4 это мель. Так что посмотрим, как здесь пойдет. Вода опять снижается, поэтому мне нужно скорее отсюда свалить, вода уходит, поэтому завтра уходим. I just want you to remember. I'll never lie. Why don't you let it simmer? You and I just stop playing no pretend.